Всем привет, меня зовут Элина Федорова, добро пожаловать на мой канал. Если вы, ребят, смотрите мое видео впервые, не забудьте подписаться, потому что впереди вас ждет много крутых видео. А сегодня, ребят, я хочу вас еще раз поздравить с новогодними праздниками. Уже до Нового года осталось практически считанные дни, и это прекрасное время, когда каждый из нас верит в волшебство, в чудеса немножечко больше, по той причине, что нас с самого детства на это запрограммировали. То есть все, что связано с Новым годом, это у нас ассоциируется с подарками, с какими-то чудесами, сказкой, с исполнением желаний. Там в новогоднюю ночь принято загадывать желания. Вот как раз о чудесах, о волшебстве мы сегодня с вами поговорим. А сегодня речь будет идти о том, как сделать так, чтобы желания осуществлялись, и причем происходило это быстро и легко. Во-первых, хочу сказать, что на моем опыте, вот вспоминая себя с самого детства, я обожала мечтать. Я тот человек, который обожал фантазировать, себе что-то придумывать. Причем я действительно получала от этого удовольствие. То есть скажу так, моя реальность, в которой я жила, и то, что я там себе представляла, это было просто два противоположных мира, которые, казалось бы, вообще друг с другом не пересекаются. Но я сейчас, уже будучи взрослым человеком, понимаю, что вот все, что я себе представляла, все, как я хотела в детстве, я на самом деле все имею это сейчас. Причем, когда я была маленькая и там рассказывала о своих каких-то мечтах, желаниях там своей маме, она мне говорила: ой, Алина, это ж надо, откуда у тебя вообще такие мысли? То есть она мне все время говорила: у тебя, Алина, какие-то там барские замашки. В общем, настолько то, о чем я думала, то, что я хотела, настолько не сопоставлялось с нашей обыденной жизнью, что, наверное, для других людей, даже для моих родителей, это, может быть, было в какой-то степени звучало глупо и совсем нереалистично. Но, тем не менее, потом в процессе взросления у меня мама просто поражалась, с какой скоростью и с какой точностью осуществлялись мои желания. От самых маленьких до более масштабных. Начну с того, что у моей семьи не было возможности оплачивать мое образование. Мне нужно было поступить в университет на бюджет. Плюс я хотела поступить в технический университет. То есть у меня был конкретный университет, куда я должна была поступить. При том, что я гуманитарий на самом деле. В тот момент мне так нужно было. Ну, и я не знаю, как так все сложилось, что я в итоге поступила на бюджетное отделение конкретно в тот университет. У меня это получилось. Все те сложные предметы, которые там были, которые я вообще не понимала, как я буду это тянуть, у меня все получалось. Я вышла на повышенную стипендию, то есть все у меня шло гладко. И у меня как-то это получалось, потому что, опять-таки, я хотела. Потом у меня начала зарождаться мысль о том, что я хочу быть моделью. Когда-то еще совсем в раннем детстве я хотела быть моделью. Я даже устраивала подиумные показы, ходила по комнате, меняла там вещи. Помню, любила носить какие-то бабушкины, там, мамины вещи, туфли, то есть мне нравилось. А потом в какое-то время, я помню, эту мечту забросила, и потом снова она у меня появилась уже, когда я училась в университете. Я захотела этим заниматься, и у меня тоже это получилось. Я захотела жить за границей, у меня тоже это получилось. В общем, абсолютно все мои желания, о которых я мечтала, все на самом деле осуществилось. И я тоже, когда обсуждала это с подругами, там, с родителями, сначала, помню, когда это только начало происходить, я думала, что это прям действительно чуть ли не магия какая-то. Думаю, как так у меня получается, потому что были ситуации, которые вообще там, вот я сказала, и это произошло там через 2 дня. И это было настолько удивительно, что это поражало. Когда я немного повзрослела, я начала читать много различных книг на эту тему. То есть это и трансерфинг реальности, это и секрет. Недавно я прочитала книгу Джо Диспенза «Сила подсознания». И я понимаю, что таких книг много, и все они об одном и том же, но с разной интерпретацией. То есть с разных каких-то углов, но суть в том, что человек очень могущественное существо, и действительно сила нашей мысли, она огромная, и действительно мы с помощью нашей мысли влияем на нашу реальность. Потому что все в этом мире энергия. То есть любой предмет, все, что нас окружает, это энергия. И наши мысли — это тоже энергия. И то, какими являются наши мысли, то нас и окружает. И даже если вы это не осознаете, это действительно так, просто достаточно отстраниться и посмотреть на себя со стороны, а это порой очень сложно. Если вы проанализируете, то вы все-таки поймете, что любые события, все, что происходит в вашей жизни,
именно вы творец этого всего. Это вы создали, не кто-то другой. То есть нет виноватых, только вы являетесь причиной всего того, что вы имеете в этой жизни. Это факт. И чем раньше вы это осознаете, тем быстрее вы сможете изменить свою жизнь. Мне очень понравилась вот последняя книга Джо Диспенза «Сила подсознания» по той причине, что там объясняется все это с точки зрения науки, квантовой физики. Я всем рекомендую прочесть эту книгу, и ее можно разобрать просто по цитатам, потому что она настолько гениальна. Мне хотелось буквально с каждой странички выписывать для себя цитаты. Они все очень крутые. Проблема заключается в том, что люди убеждены в том, что это внешний мир влияет на них. То есть как будто их жизнь зависит от того, что происходит вокруг. Происходит что-то плохое, и человек на это тут же реагирует, там то произошло, и человек тоже реагирует, и порождаются определенные мысли, а на самом деле все наоборот. Этот человек влияет на свой окружающий мир. То есть то, что у вас на сердце, то, что у вас в голове, то, о чем вы говорите, думаете, все это потом уже впоследствии притягивает те или иные события, людей, вещи и так далее, и это, в принципе, и образовывает вашу реальность. Если бы люди поверили в то, что их мысли материальны, в то, что их слова, их действия, то, что они транслируют этому миру, то в итоге они получают и притягивают, то, конечно же, никто бы не думал плохо, и мысли были бы совсем другие. Но, к сожалению, у людей не получается контролировать свой поток мыслей и все эти негативные установки. Некоторые люди просто изо дня в день повторяют себе негативную программу. Я толстая, я некрасивая, ой, какой я неудачник, какая дура, у меня никогда не будет нормального парня, либо мне нормальные парни не нравятся, либо у меня нет денег, у меня много долгов и так далее. И некоторые семьи реально повторяют это изо дня в день, и причем по много раз на дню. На самом деле вообще категорически нельзя говорить, например, у меня нет денег. Типа ребенку говорит, у нас нет денег, там еще чего-то. Тем самым вы просто вселенной говорите, да, вот, у нас нет денег, мы бедные люди. И потом люди, конечно же, всю жизнь живут вообще в нищете, и, конечно же, денег никогда не будет, потому что вы всячески говорите вселенной о том, что вы бедны. То же самое с любым другим аспектом вашей жизни. Мне очень нравится выражение «по вере вашей да будет вам». Это из Библии. Вера – это великая сила, потому что так и есть. В то, что вы верите, то и работает. Вот что касается любых суеверий. Если вы верите в то, что если вам там черный кот дорогу перебежит, будет несчастье, да, у вас будут несчастья. Если вы в это не верите, у вас их не будет. Если вы верите в то, что там разобьется зеркало у вас дома, то будут несчастья 7 лет, так оно и будет, поверьте, если вы действительно искренне в это верите. Если вы не верите, то ничего не будет. Но знаете, я даже сама столкнулась с тем, что действительно мне с детства вот просто запрограммировали меня вот тоже на какие-то суеверия. Я вот вспоминаю о том, что если там ты выходишь из дома, а потом ты что-то забыл и ты возвращаешься обратно, это к неудаче. И поэтому очень важно посмотреть на себя в зеркало, в свое отражение, и тогда неудачи не будет. И вы представляете, я до сих пор это делаю. Если я возвращаюсь домой, я все равно невольно смотрю на себя в зеркало. И причем я понимаю сейчас, что это глупость, это же ерунда какая-то. Это настолько глубоко во мне засело, что это действительно может для меня работать, потому что мне это внушили. И я понимаю, что нужно избавляться от этой установки. Это вот один из примеров того, как можно с самого детства ребенку внушить какую-то определенную программу. И человек будет в это верить, и это действительно будет сбываться. Но сбываться будет опять-таки не за счет какой-то магии, опять же, сила мысли. Сила мысли, она работает. Если вы верите в то, что вы там, купив какой-то талисман где-то в Тибете, например, повесите его на шею, и это поможет вам притянуть любовь либо богатство, это так и будет. Вы действительно это притянете, потому что ваша вера будет действительно искренней, и вы будете глубоко в это верить. По этому же принципу работают и молитвы. Когда человек молится, когда он что-то просит и верит в то, что Господь ему поможет, это так и будет. Также недавно в одном из своих постов в Инстаграм я писала о том, что я не боюсь завистников.
Есть люди, которые панически просто боятся сглаза, боятся того, что если человек позавидует, увидит, что там сделал какую-то хорошую покупку, либо там поездку какую-то совершил, что, опять же, эта зависть каким-то образом плохо на него повлияет, и он это потеряет, это и происходит. У меня, слава богу, не было такой установки, но я знаю, что у многих эта установка именно с детства от родителей. Я искренне верю в то, что если человек мне завидует, я от этого стану еще успешнее. Если человек говорит обо мне плохо, я стану еще счастливее. Если говорят какие-то гадости, я от этого стану еще лучше, еще красивее, еще здоровее и так далее, потому что я просто получу от людей эту энергию, которая меня подпитает, и у меня будет все круто. Я искренне в это верю, и для меня это работает. Что касается энергии, там говорят позитивная энергия, негативная энергия. Ребят, понимаете, энергия, она одна. Это просто энергия. И все зависит от того, как мы воспринимаем, пропускаем эту энергию через себя, в какое русло эта энергия идет. И вот тогда это уже становится чем-то плохим, либо чем-то хорошим. Как раз-таки из-за этого я и говорю, что все зависит от того, во что вы верите. Также я себя считаю сильным энергетическим человеком, который, так сказать, непробиваемый. Сколько бы негатива на меня от кого ни шло, на меня это никак плохо не повлияет. Я в это искренне верю, и для меня это работает. Так какие же нужно соблюдать условия, чтобы наши мечты осуществлялись? Мне кажется, что самое главное условие – это согласие вашей души и вашего мозга. То есть они должны мечтать об одном и том же. Потому что если вы, например, всем сердцем мечтаете быть художником, а ваш мозг говорит, что да какой художник, этим не заработаешь, я должна стать там юристом, родители так сказали, все вроде бы четко, очевидно, там у меня тетя работает в этом университете, меня туда быстро пристроят, это ваш мозг, да, говорит, сердце говорит о другом, либо же наоборот. Но когда ваш мозг и ваша душа будут просить об одном и том же, то, конечно же, вы это получите. Второе условие, конечно же, нужно избавиться от барьеров. То, что мешает осуществлению наших желаний. Это страхи, это блоки, это негативные установки какие-то, которые, возможно, нас запрограммировали на них наши родители неосознанно. Это ложные убеждения. Все это у каждого человека присутствует в той или иной мере. Каждый прорабатывает это по-разному. Кто-то самостоятельно, кто-то с психологом. То есть можно для начала просто прописать их на листочке, выявить их, потому что некоторые люди даже не понимают, какие у них существуют страхи, какие у них сидят вот ложные убеждения внутри них. Поэтому это очень важно просто понять для себя, прописать, понять, откуда ноги растут. И, конечно же, нужно прорабатывать это самостоятельно. То есть никто эту работу за вас не проделает. Тут нужно только заниматься самокопанием, так сказать, но это очень важно сделать. Ну и опять-таки, если есть такая возможность, конечно же, круто проработать это с профессиональным психологом. Возможно, вы сами замечали, что все-таки наши желания осуществляются вот когда мы их загадали в расслабленном состоянии. Это может быть разно, на самом деле. Кто-то может это делать в медитации, кто-то это может делать в ванной горячей, там, с пенкой, кто-то может это делать даже в процессе готовки, ну, в том случае, если готовка приносит удовольствие и расслабляет. Кто-то это может делать, например, в авто, потому что когда человек за рулем, ну, либо даже просто на пассажирском сиденье смотрит в окно, человек в какой-то степени входит в такое некое тоже, в некий транс. Я заметила, у меня часто реально сбываются желания, когда я просто еду в такси, смотрю в окно, и вот я такая монотонная вот эта вот поездка, я все время смотрю на эти виды, и в этом состоянии у меня получается хорошо мечтать так, чтобы это осуществлялось. Я это замечала не один раз. Когда вы мечтаете, вы должны не просто подумать о своей мечте, вы должны прочувствовать ее. Причем это не просто картинка, да, если мы говорим о визуализации. Вы должны прочувствовать это каждой клеточкой своего тела. Что вы слышите, что вы чувствуете, не знаю, как вы себя ощущаете. Вы должны прочувствовать радость, ту, которую бы вы испытали, если бы вы сейчас это получили. Атмосферу. Это должно быть вот очень-очень реалистично. Только в таком случае это осуществится. Когда вы, например, представляете свой новый дом, вы должны прочувствовать ту атмосферу в доме. Вот вы заходите в дом, что вы ощущаете. Вы должны прочувствовать, как вы садитесь на свой любимый диван, как выглядит ваша спальня, как вы
сидите у себя на балконе, либо на террасе и слышите пение птичек, либо видите, как у вас на вашем заднем дворе играются ваши дети, вы слышите их смех, а вот муж приходит и дает вам чашку кофе. То есть все должно быть, каждая деталька у вас должна присутствовать в вашей голове. Это на самом деле очень увлекательная практика, и мне кажется, что она принесет вам массу удовольствия, просто если вы будете вот практиковаться, и вы увидите, что с каждым разом у вас будет получаться все лучше. Конечно же, очень важна конкретика вашего желания, потому что если вы говорите, я хочу быть богатым, я хочу быть счастливым, прекрасным, влиятельным, эти понятия, они очень расплывчаты, и это все очень относительное. Вы Вселенной должны давать очень конкретное задание, пожелание. Это можно сравнить. Например, ваша подруга спрашивает вас, что купить в магазине, а вы говорите, купите что-то вкусненькое. Это примерно так. Как вы понимаете, вкусненькое — это понятие тоже очень такое. То, что вам вкусно, ей может быть совсем невкусно и наоборот. Поэтому нужно конкретно сказать, купи мне, пожалуйста, вот это пирожное, либо вот эту шоколадку, либо вкусненькое, может быть, для вас полезный какой-то десерт без сахара, либо, возможно, это фрукты. То есть, да, это могут быть совершенно разные вещи. Вы должны конкретно об этом сказать. Вот то же самое и с Вселенной. Если вы хотите что-то получить, говорите очень ясно, очень конкретно. Еще очень большая ошибка людей, когда они обдумывают то, с помощью чего осуществится это желание. Например, они продумывают целый план, целую стратегию, как же это произойдет. Когда человек придумывает и загадывает и способ осуществления своего желания, тем самым он ограничивает варианты того, как это может произойти. И тем самым это желание может и осуществиться, но оно может осуществиться путем какого-то невероятного сложного труда, и на это может уйти много лет вашей жизни. Хотя, если бы вы не загадали этот сценарий, Вселенная могла бы вам дать вашу мечту, при этом гораздо меньшими усилиями. Вселенная, она умнее нас, она изобильна, и она найдет способы, каким образом осуществить наше желание. От нас требуется только по-детски, вот действительно искренне загадать что-то в это, поверить. Ну и последний этап, как только вы загадали желание, важно его отпустить во Вселенную. Не нужно быть зацикленным на нем, не нужно постоянно о нем думать, и тем более еще бояться, что вдруг оно не осуществится, потому что страхи, они блокируют все. Как пишет Вадим Зеланд, таким образом мы создаем избыточный потенциал, который потом мешает нам же. Очень важно благодарить Вселенную за все то, что есть у вас. Нужно благодарить за мужа, за детей, за родителей, за вас самих, что у вас есть эта жизнь, что вы вообще можете жить на этой планете, что вы можете видеть небо, что вы можете слышать, видеть, чувствовать, вы можете ходить на работу, что у вас есть эта работа, что вы можете пойти сейчас купить себе фруктов, что вы можете сейчас заварить чай себе, своей семье. За каждую мелочь нужно быть благодарным. И вот я тот человек, который, как бы я ни жила, как бы плохо у меня раньше там не было, какие бы ни были проблемы, как бы ни жила моя семья, я все равно была всегда благодарна за все то, что есть у меня. Я все равно видела много чего хорошего в своей жизни. И тоже, говоря о благодарности, нужно делать это очень искренне. Это не должно быть просто формальность какая-то. Вот вы сейчас от меня это услышали, и потом такие, ну да, надо сейчас вот сказать спасибо Богу, спасибо Вселенной, но это должно идти от души, это должно быть очень-очень искренне, нужно порадоваться. Вот, не знаю, у меня это естественно каким-то образом получается, я действительно могу просто ехать, опять же, в том же такси, смотреть в окно и тоже благодарить, и говорить, какая у меня прекрасная жизнь, Господи, спасибо за все, что у меня есть. Но да, к сожалению, это не у всех естественно так происходит, но практика вам будет помогать. Просто делайте это чаще, и это станет тоже для вас естественным, если вы этого, например, раньше не делали. Ребят, спасибо за просмотр этого видео. Если вам оно понравилось и вас вдохновило, ставьте лайк, а мы с вами скоро увидимся. Пока!